Все соседи услышали громкий лай и крики, встревоженные ситуацией. Они пошли посмотреть, что происходит. Некоторые даже принесли оружие, а когда прибыли, то не поверили своим глазам. К месту захоронения направлялась последняя похоронная процессия. Там пара детей, которые, по-видимому, имели какие-то семейные связи с покойным, не понимали, что происходит, и они радостно побежали по кладбищу. Взрослые, поглощенные своим горем, не обратили внимания на то, что дети отделились от них. Мальчики с интересом рассматривали могилы и вдруг заметили на одной из них собаку. Смущенные такой сценой, они, не колеблясь, позвали ее. Собака только поводила ушами и равнодушно смотрела на них. Мальчики попытались приблизиться, но пес поднял голову и зарычал. Он не позволил им приблизиться. Это бесполезно. Мальчики вздрогнули, услышав позади себя хриплый женский голос. Там похоронен его хозяин, и он не уйдет по своей воле. Когда они обернулись, чтобы посмотреть, кто это, они заметили незнакомку неряшливого вида. Это была бездомная женщина, у которой был пакет с едой, который она смогла собрать на кладбище. Еда, приготовленная на небольших сборищах посетителей. Затем она подошла к животному, положила ему что-то поесть и ушла. «Его зовут Сержант», — сказала женщина, которая начала есть бутерброд, но, увидев интерес детей, села на скамейку и начала рассказывать им о собаке. Сержант — одинокий пес, непонятное животное. Он никому не позволяет себя гладить, хотя, вероятно, когда-то был дружелюбным, но теперь может огрызнуться, если кто-то попытается его прогнать. Поначалу люди очень боялись его, хотя и пытались кормить, потому что им было жаль его. Не так давно похоронили его хозяина, и с того дня пес не хотел вставать с могилы. Сейчас он выглядит спокойным, но раньше он выл, лаял и плакал, как будто просил своего хозяина встать. Но то, как умер его хозяин, было ужасным зрелищем, тихо сказала женщина. Дети вздрогнули, со страхом глядя на бездомную женщину, как будто она собиралась рассказать им страшную историю. Возможно, они ожидали, что мертвые восстанут из своих могил. Однако этот факт был воспринят по-другому, с болью. Сержант, огромный пес, наверное, размером с волка, внушительный и с рычанием, которое наводило на мысль об опасности, никогда не осмеливался кого-то укусить. На самом деле он мог напасть, но не сделал этого. Он просто не хотел, чтобы его забирали у хозяина. На самом деле он был полицейским, и как только люди услышали о его смерти, они побоялись преследовать его, но однажды кто-то осмелился позвонить в собачий приют. Сержант, казалось, почувствовал, что за ним придут, но когда люди прибыли, его нигде не было видно. Потом люди узнали, что пес спрятался в сарае подальше от кладбища, и когда он почувствовал, что его никто не будет искать, он начал возвращаться к могиле только ближе к вечеру, когда большинство жителей покидали кладбище. Никто его не беспокоил. Он продолжал страдать в одиночестве. Правда, теперь он больше не выл и не лаял. Казалось, он понимал, что это бесполезно, но все же верный пес не мог забыть своего хозяина и оставался с ним всю ночь напролет. А родственники полицейского, спросили они. Им больше не нужны неприятности, они даже не пытались его забрать. «А от чего умер полицейский?» — спросил мальчик, разглядывая фотографию относительно молодого человека на надгробии. Хотя, судя по фотографии, ему было всего 40 лет, по словам нищенки, он умер при странных обстоятельствах. Мальчики замолчали и приготовились услышать увлекательную и загадочную историю, но незнакомка разочаровала их своим ответом. Они нашли его повешенным в лесу. Бедный он, должно быть, был в депрессии, спокойно сказала она и замолчала. Вдруг они услышали, что кто-то начал звать детей.
Оказалось, что отец одного из них заметил их отсутствие и звал их на кладбище. Мальчики в испуге убежали. Бездомная женщина стояла и смотрела им вслед. Наступила зима, и, как бы ни было холодно, собака все еще лежала на могиле. В течение дня местные жители, знавшие, что он прячется в сарае, приносили ему еду, а на кладбище люди тоже заботились о нем, чтобы он не умер с голоду. Он просто продолжал вести себя угрюмо по отношению к людям. Время шло, снег начал таять, но холода продолжались. Рядом с кладбищем также было озеро. Льда почти не было, и поэтому несколько рыбаков отправились туда. Однажды ночью сержант услышал шум двигателя, который заставил его насторожиться в тот момент, когда собака почувствовала, что что-то не так. Затем он заметил фургон, который ехал очень медленно, возможно, чтобы не привлекать внимание шумом двигателя. Фары ни у кого из них не были включены, ночь была освещена луной, и дорога была хорошо видна. Итак, двое мужчин вышли из машины, быстро открыли багажник, достали большую черную сумку и начали тащить ее к воде. «Давай, поторопись», — сказал один другому. «Ты идешь как черепаха». «Не умничай», — ответил другой. «Я справился с самым трудным, а ты еще и жалуешься. Кроме того, не забывай, что у меня повреждена нога. Не сердись. Мы не можем здесь долго оставаться», — ответил друг. Но вдруг он вскрикнул, выронил сумку и начал отбиваться от собаки, которая схватила его за руку. Но чем сильнее он отталкивал его, тем сильнее тот сжимал челюсти и рычал от ярости. Второй мужчина был сбит с толку. Не выпуская из рук часть сумки, он подумал, что это волк, который вышел из леса. Он был удивлен и не смог сразу отреагировать на происходящее. Тем временем первый из них достал нож и начал наносить удары собаке. В результате пес в конце концов отпустил его, но навалился сверху на другого мужчину. Тот, у кого был нож, пожаловался на окровавленную руку и не смог помочь своему другу, у которого была повреждена нога. И только когда другой парень начал кричать, он пришел в себя. Мужчина снова попытался напасть на собаку с ножом, но собака увернулась от него, укусив за руку. «Уберите его от меня!» — крикнул он парню. Сержант бросился сначала на одного, потом на другого, и хотя у него текла кровь, у него еще оставались силы. Мужчины старались не шуметь, но их крики привлекли внимание. Люди начали стекаться на шум, так как поблизости был лес. Некоторые охотники из местных жителей взяли с собой оружие, так как знали, что иногда дикие животные нападают на людей. Увидев, что сержант имеет дело с незнакомцем, люди встали на сторону собаки. В какой-то момент им показалось, что пес стал агрессивным, но они решили, что он не покинул бы могилу своего хозяина, если бы не случилось чего-то более серьезного. Так оно и произошло. Сержант лежал на земле, истекая кровью, и стонал от боли, глядя на озеро. Собака вспомнила похожий сценарий. Однажды, когда он был еще совсем щенком, его положили в мешок и бросили в реку, а потом его спас покойный хозяин. Щенок не понимал, почему его посадили в мешок. Он испугался, но потом попал в теплые руки незнакомца. Пес дрожал от холода и растерянно смотрел на человека, который посадил его к себе на грудь, чтобы обезопасить. Так щенок обрел новый дом, настоящее имя и доброго хозяина, который заботился о нем. Сержант сильно подрос, но даже это не пугало хозяина. Хотя его верный друг не был породистым псом, его любили. Сержант был очень похож на немецкую овчарку. У него были висячие уши, большие лапы и радостно виляющий хвост, когда он встречал своего хозяина. Немного забавный, но очень умный. Для этого человека он был как родной сын, и пес не мог смириться с потерей своего хозяина.
Он продолжал хранить ему верность даже после смерти. Но когда он увидел, как двое мужчин что-то тащат в воду, сержант вспомнил, как сам оказался в такой ситуации. Он сразу же понял, что в сумке находится человек, который находится в опасности. Покинув свое место, он бросился спасать его. Люди, которые пришли на шум, обнаружили двух тяжело раненых мужчин, собаку с порезами и большую черную сумку, которая двигалась. Охотник направил на них ружье, в то время как остальные бросились открывать сумку. Выяснилось, что бандиты пытались утопить старика. Его звали Николай, он был жителем другого города, который приехал порыбачить в неподходящее время в неподходящем месте. Видите ли, когда Николай приехал в город, он оставил машину рядом с местным магазином и предпочел прогуляться пешком. Взяв удочку, он направился к озеру, так как еще не успел согреться. Солнце оказалось обманчивым, и, поймав пару рыбин, он простудился. Однако он решил не сразу возвращаться домой. Он хотел зайти поглубже в лес и там встретил двух мужчин, которые сидели у костра. Николай был общительным человеком. Он попросил у них разрешения посидеть с ними, чтобы немного согреться и заодно перекинуться парой слов. Сначала они разговаривали нормально, потом старик намекнул на свое транспортное средство, и ребята как-то сами собой начали расспрашивать о фургоне. Они хотели узнать, в каком магазине он его оставил. Сначала старик не заподозрил в этом ничего плохого и сказал им об этом, но те ребята вдруг сердито посмотрели на него. Николай решил, что лучше убраться оттуда. Возможно, он сказал что-то плохое. Он начал прощаться, но тут один из мужчин набросился на него, затеял драку и получил сильный удар по голове. Теперь старик очнулся в мешке, услышал сильный шум, и тогда его вытащили. Видите ли, эти заключенные были беглыми и опасными. Встретившись с ними, Николай утвердил свой смертный приговор. Они собирались прикончить его и воспользоваться тем, что найдут, и, к своей радости, поняли, что машина может послужить им для побега. Они выяснили, где он оставил свою машину, затем оглушили его, обшарили карманы и планировали утопить. Прежде чем стемнело, один из них нашел фургон и поехал на нем туда, где были его друг и старик. Они также приготовили рыбу, которую раздобыл Николай. Казалось, они радовались случившемуся. Старик не подавал признаков жизни. Сначала они думали оставить его там, но потом решили покончить с ним раз и навсегда. Поэтому они завернули его тело в пакеты, которые нашли в машине, и отвезли к озеру, чтобы оставить там. Однако они никак не ожидали найти собаку. В конце концов, Николай был спасен, а что касается сержанта, то они думали, что он не будет сопротивляться, но мужчина хотел отвезти его к ветеринару. Он не мог позволить ему умереть, хотя местные жители говорили им, что так будет лучше для него. Он все еще очень привязан к хозяину, так что так будет лучше для него. Бедный пес. В любом случае, мучений будет меньше. Он прибежит на могилу и умрет от горя, прокомментировал сосед. Охотник даже предложил пристрелить его, чтобы прекратить страдания. Но Николай не хотел никого слушать. Даже если сержант решит вернуться на кладбище, он собирался позаботиться о нем. Однако, выздоровев, пес больше не пытался вернуться на могилу своего умершего хозяина. По всей видимости, тот отпустил его и взамен нашел нового, который был благодарен ему за спасение. Преступники были арестованы и отправлены обратно в тюрьму. В ходе расследования выяснилось, что именно они были виноваты в смерти полицейского, владельца-сержанта, который случайно наткнулся на следы этих людей. У него не было убежища, поэтому он решил обыскать лес, но беглецы нашли его первыми и повесили, сделав вид, что офицер решил покончить с собой. Дело так и осталось бы закрытым,
если бы при осужденных не было обнаружено личных вещей полицейских. В результате они были вынуждены во всем признаться. Сержант отомстил за своего хозяина в ходе инцидента, который помог найти преступников. Да, пес, по-видимому, просто ждал того дня, когда он сможет быть полезен. Видимо, загробный хозяин хотел справедливости и, наконец-то, убедился, что его друг в надежных руках. Он попал на небеса, и сержант, почувствовав это, наконец успокоился. Многие считали, что он проведет остаток своей жизни в могиле. К счастью, он просто ждал подходящего момента. Без сомнения, это трогательная история. Животные никогда не перестанут нас удивлять. Вы так не думаете.